Издание The New York Times ошарашило нас 20 ноября, написав, что в преддверии введения санкций в отношении российской нефти Индия готовится прекратить закупки. Последние супертанкеры с российской нефтью, супертанкер — это тот, который вмещает примерно 2 миллиона баррелей. У нас большинство танкеров немножечко поменьше, но это не важно. Так видимо, жестче звучит, значит, супертанкеры. Направлявшиеся в Индию, покинули порты в Черном море. Я не знаю, какие супертанкеры заходят в порты Черного моря. Понятно, очень красиво звучит. У нас афромаксы. Там туда-сюда бегают, потому что афромаксы пропускают... Из Нью-Йорка виднее. Ну да. Афромаксы вмещают 600 тысяч баррелей. Вот они проходят через Босфор и Дарданеллы. Супертанкеры как-то не очень через Босфор и Дарданеллы проходят. Но это, господи боже мой, Нью-Йорк Таймс не до того. Покинули у нас супертанкеры порты в Черном море около 4 недель назад. Это 20 ноября было написано. Стремясь добраться до пункта назначения, до пятницы, пятница буквально позавчера, которая была, когда санкции США в отношении компаний, ведущих бизнес с 2 крупнейшими российскими нефтяными компаниями, должны вступить в силу. Ожидается, что закупка в последнюю минуту положит конец 3-летнему периоду, в течение которого Индия закупала российскую нефть. Драматичная пауза. И, знаете, какой-то такой мне кажется, мелодия какая-то должна так на фоне сейчас. Что-то такое гнетущее. Но продолжим цитировать «Нью-Йорк Таймс», тем более, что многие, наверное, видели либо саму публикацию, либо перепечатки этой публикации. Издание, кстати, отметило, что пошлины, которые там Трамп вводил, они мало повлияли на закупки. Я сказал бы, вообще не повлияли. Но, видимо, решили не обижать Трампа. В октябре Трамп выбрал другой подход. Раз пошлины не работают, а я напомню, что в конце июля, начале августа Трамп говорил, да, все, Индия, я позвонил Моди, Моди сказал, больше не покупаю российскую нефть. Кстати, не соврал, Моди ничего не покупает. В октябре Трамп выбрал другой подход. Министерство финансов США заявило, что начнет налагать штрафы на компании, которые ведут бизнес с 2 крупнейшими российскими нефтяными компаниями Роснефтью и Лукойлом. Хотя ограничения не были направлены непосредственно против Индии. На российскую нефть, перевозимую морским путем, приходилось до 40% от общего объема поставок в страну. Индия не получила исключения, позволившего продолжать закупки, в отличие от Венгрии, в этом месяце. Страшно, все, значит, завтра уже все прекратят. Я, правда, сейчас скажу Китай, но я этого не говорил. Позволим себе еще одну цитату. Она очень хорошая, искрометная, местами даже замечательная, и после этого начнем глумиться просто. Глумиться, насколько это возможно. Прекращение поставок российской нефти в Индию позволило бы Трампу объявить о своей победе в этом вопросе, что он уже сделал преждевременно несколько раз, справедливо отмечает издание. Знаете, преждевременное заявление о своей победе. Мне кажется, это признак какого-то расстройства, но, может, это и не так. Для Индии важно, чтобы не создавалось впечатление, что ее принуждают. Санкции США направлены против компаний, а не против самого индийского государства, что дает ему возможность сохранить лицо. Лицемерно сообщает нам издание «Нью-Йорк Таймс». Нет, что вы, это не против Индии, это против компаний. Поэтому, что вы, в конце концов? Вы отказываетесь от российской нефти, а мы всем скажем, что вы сохранили лицо. А вот теперь... Но, тем не менее, повышенные пошлины продолжим собирать. Да, то есть пока никто не говорит о том, что пошлины какие-то будут отменяться. Кстати, напомним. Компании оштрафуем, с государства пошлины соберем, отличные. Но вы сохранили лицо, это уже немало. Поэтому лицо, да. Отличная сделка, как в таких случаях говорит Дональд Фредович. А теперь я предлагаю поглумиться, но прям основательно. Давайте... Из «Нью-Йорк Таймс» выйдем в реальность. Нет, не в реальность. Мы сейчас выйдем из «Нью-Йорк Таймс» и зайдем в «Блумберг». Страшный маршрут. Дадим слово Блумберг. Так вот, последние действия США, это собственно, эти санкции и прочее, привели к увеличению количества танкеров, перевозящих российскую нефть, при этом не раскрывается, куда они направляются. Неизвестно, связано ли это с тем, что покупатели не хотят раскрывать свою личность, или с тем, что грузы перевозятся без подтвержденных покупателей, о чем говорит иностранец в этой статье. Кстати, вполне конкретный иностранец, Джулиан Ли зовут, хороший аналитик, без шуток хороший. Так вот, он имеет в виду следующее. Мы видим, какие-то танкеры везут российскую нефть, и их немало. Мы надеемся, что эти танкеры просто везут российскую нефть без конечной точки получения, где-то в море они будут плавать. Они просто любят возить российскую нефть. Они просто любят плавать. Они такое настроение, знаете, у них. Либо
Те, кто покупают, просто, не говорят, кто они. Пытаются это несколько скрыть, пытаются уйти из-под санкций с помощью уже существующих механизмов. Я, кстати, замечу, что вот это издание, Bloomberg, которое мы с Борисом просто нежной любовью любим, даже, может, местами обожаем, добавило, что после 21 ноября разгрузка судов, скорее всего, станет сложнее. Они там отмечают, что погрузка еще ладно, но вот разгрузить судно при санкциях будет очень тяжело. Допустим, мы допускаем. Давно ожидаемый законопроект о введении санкций против стран, ведущих бизнес с Россией, может вскоре быть вынесен на голосование в Сенате США после того, как президент Дональд Трамп заявил журналистам в воскресенье, это в прошлое воскресенье, что он не против. Но посмотрим на картинку. У нас есть картинка, кстати, из Блумберга картинка. Это не мы ее нарисовали, это вот Блумберг сидит, подсчитывает. Что это за картинка? Это поставки российской нефти. Как видите, черненькая – это Китай. Такой малиновый или красненький. Давайте будем считать, что красненький цвет. Я на правах лица мужского пола заявляю, что это цвет красный. Потому что, а какой он еще? Так вот, Индия красненькая у нас. Все прочие, они такого голубоватенького цвета. И некая неизвестная Азия у нас желтенькая. Неизвестная Азия. Если присмотреться к правой части графика, которая вот как раз последние недели фиксирует, каждый столбик – это неделя, то почему-то неизвестной Азии становится все больше и больше. Кажется, мы о чем-то таком предупреждали. Но это ладно, господи. Предупреждали. Кому это интересно? 3 хороших раздела. Другие, неизвестная Азия. Другие это, допустим... Индия есть. Южная Корея. Допустим. Другая какая-то. Индия. Хорошо. Морские отгрузки в Узбекистан. Я понял. Может быть. Или в Казахстан. Через Тихий океан. Обычное дело. Так вот. Если до введения санкций вот эта неизвестная Азия занимала где-то 100 тысяч баррелей, то сейчас неизвестно, в среднем в сутки за неделю, то сейчас это 1 миллион 100 тысяч баррелей. А если добавить другие неизвестные, то есть в какое-то другое неизвестное направление идущие танкеры, то в сумме в неизвестном направлении идут 1 миллион 300 тысяч баррелей. Да, можно заметить, что поставки в Индию, они сократились. А вот в сумме поставки, колеблются, но не сказать, что виден какой-то обвал. Нет, мы, конечно, посмотрим по итогам этой недели, посмотрим по итогам следующей недели, вам все доложим. Может быть, даже с такими чудесными графиками будем докладывать. Но пока заметим, что в каком-то неизвестном направлении идут объемы, примерно равные объему поставок в Индию. К чему бы это? У нас глобальные геополитические изменения. Новая страна, неизвестная Азия, с каждой недели увеличивается, растет. Да, и другой крупный покупатель, другие неизвестные. Нет, я, конечно, допускаю, что это фуксия, пишут нам, большое спасибо. Это фуксия. Мы постараемся запомнить, что это фуксия. Так вот, Индия у нас цвета фуксия. Как обычно происходит после введения крупных пакетов санкций, доля неизвестной Азии растет. Так как сейчас ввели санкции против нашего крупнейшего экспортера нефти, против Роснефти, то, доля неизвестной Азии выросла еще больше. Кстати, а почему я тут окашлял, говоря Китай? А потому что почему-то, по неизвестной причине, Китай в этой схеме вообще не упоминается. Все пытаются рассказать, да-да, Индия отказывается. А китайские компании вообще не покупают российскую нефть. Мы правильно понимаем? А вот это черненькое, оно, просто берещится, судя по всему. Это поставки морем. Там есть еще труба. По трубе идет российская нефть, если что. ВСТО называется. Восточная Сибирь, Тихий океан. И еще одна труба есть через Казахстан, еще немножечко идет. Не надо было рассказывать. Вдруг об этом никто не знал. 10 миллионов тонн через Казахстан еще идут. То есть у нас складывается, не знаю, может, Борис скажет, я такого и ожидал, но у нас складывается впечатление, что, вы знаете, как-то Соединенные Штаты Америки старательно делают вид, как будто Китая происходящего не касается, потому что им одно слово на ум приходит, но, скажем, более мягко, немножечко страшновато упоминать Китай в этом контексте. Сказать, да-да, Китай, отказывайся от российской нефти. И хочется отметить качество турецкой дипломатии. Вообще нет на графике.
Просто нету. Ну, будем считать, что это куда-то в Азию вот, направляет, в неизвестную Азию, вот куда-то туда пошло, это только она. В любом случае, мы... Но ведь мастерски даже не вспоминают, что Турция на 3-м месте по объему импорта. Нет, Турция вот так вот сделала ручкой, и как будто ее не видно. Но мы же видели новости, что поставки дизельного топлива за 1 неделю в Турцию полностью прекратились. А это уже о чем-то говорит. Поставки нефти сократились. Ну, правда, там есть оговорки, 7-8, но это тоже не важно. Ну вот. Нет, но все-таки Эрдоган мастер. Вот график есть, Турции нет. В этом плане, да, молодец. Ну и по поводу того, что Индия прекращает импорт российской нефти, давайте мы уточним, что это за Индия прекращает и откуда вообще эти заявления пошли. Нью-Йорк Таймс, да, вот, пожалуйста, мы процитировали статью, которая так и называется. Правда, в этой статье масса оговорок в стиле «наверное», «мы предполагаем». Не исключено. Не исключено. «Highly likely». Вот, и прочее в том же духе. Но, наверное, кто-то ведь уже заявил о том, что все, мы больше не покупаем российскую нефть. Да, кто-то заявил. Вот, заявила индийская компания со звучной аббревиатурой RIL. Это крупнейший в Индии экспортер топлива, а также крупнейший в стране импортер российской нефти, на долю которого приходится около половины поставок российской нефти в Индию. Чтобы соблюсти запрет Европейского Союза на импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти, гигант частного сектора Reliance Industries прекратил импорт российской нефти на свой нефтеперерабатывающий завод, ориентированный на экспорт. Завод у них хороший, крупнейший в мире, 70, по одним данным 60, по другим данным 70 миллионов тонн в год может перерабатывать. Но обратите внимание, они ориентированы на экспорт. А как там компании, поставки которых ориентированы на внутренний рынок? Ведь основной потребитель индийских нефтепродуктов, потребляющий порядка 4 миллионов баррелей в сутки всех нефтепродуктов, производимых в стране, это Индия. Как там с этими компаниями? А они молчат. Вы знаете, я вот 21 числа прям старательно смотрел, какие заявления там индийского руководства будут. Тишина. Нет, может, кто-то что-то видел? Скиньте, пожалуйста. Компании. Тишина. Только вот это объявило. И то с пометкой, что, вы понимаете, мы экспортируем. А там понять и простить. Кстати, а если вдруг это будет не российская, а сингапурская нефть? Знаменитые сингапурские месторождения? Латвиан Бленд. Нет, это уже прошлый век. Теперь все, там сингапурская смесь, там ультралайт, ультрамидл, ультра-хай, там не знаю, какая-нибудь сингапурская смесь. Нормально? Так можно будет покупать? Это вопрос скорее вот этой компании и как она дальше будет поступать. Но еще раз, свет клином на одной компании не сошелся. 70 миллионов тонн – это много, да. Это, чуть меньше того, что мы, в принципе, в Индию поставляем. Но это не единственная компания, которая покупала и которая может покупать российскую нефть. Кстати, а если она купит российскую нефть и перепродаст ее кому-то из внутренних игроков? Я думаю, что она может перейти на закупку нефти на внутреннем рынке. И она будет индийской. Вот это, кстати, это хитро. А как потом доказать, что это именно индийская нефть, а не российская? Вот где будут бумаги? Могут ли в Индии выдать Наверное, могут. Но, по крайней мере, мы посмотрим. Так что да, Индия в едином порыве вся встала и отказалась от российской нефти, заменив ее на... Наверное, просто отказалась от российской нефти и все. И заменила ее нефтью. Но какой-то другой. Просто нефтью. Есть российская нефть, есть просто нефть. Нам пишут. Поражаюсь промыванию мозгов. Это хорошо. Такого поведения цен на бензин не было никогда. Что ж, это позор и беспредел. Опять вся тяжесть бюджета на простой народ. У нас основной налог нефтегазовый, собираемый в стране, это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. Я боюсь, 10 триллионов рублей народ в этом плане не платит. Уж извините.
И по поводу того, что бензин такого не было никогда, ну да, конечно, да. В прошлом году не было повышения порядка 10% на 92-й, 95-й, там 9% на 92-й, 9% на 95-й. Как в 23-м такого? В 23-м году этого не было. Вы абсолютно правы. Такого вообще никогда не было. Ни в прошлом году, ни в позапрошлом. В этом году просто уникальная ситуация. Именно благодаря тому, что это уникальная ситуация, мы вот в этой студии говорили, ребят, будет вот так вот развиваться. И удивительно, фантастика. Так все и развивается, как мы предполагали. Потому что ситуация уникальная. С 23-го года, на самом деле, стал ярко выражен сезон отпусков. У нас действительно развивается внутрироссийский туризм. Действительно, на автомобилях мы ездим по родной стране. Мы перестали кататься в таких количествах в Турцию и Египет. И вырос спрос. Отпуска у нас летом. Вот сейчас они закончились. Спрос упал, цены упали. А зачем вы одиноки такие? Пишут нам, зачем вы читаете советские газеты за завтраком? Перестаньте. Знаете, у Булгакова была масса гораздо более умных мыслей. Почему-то все зацепились за эти газеты. Индусы, как и китайцы, покупают нашу нефть, но снимают с нас стружку, скидки. Вот такие партнеры. Я вам предлагаю полюбопытствовать, какова цена сейчас на нефть марки ВСТО и СПО, и удивиться, что местами эта нефть продавалась с премией по отношению к бренду. Это основной сорт, который покупает Китай. Это по поводу стружки, которую собирают наши партнеры. Далее. По поводу нефти марки Urals. Продается ли она со скидками? В порту отправления скидки чудовищные. В порту получения, наша нефть марки Urals стоит примерно столько же, сколько какая-нибудь дешевле, да. Но мы сейчас находимся в периоде перестройки логистики, и тогда снижаются котировки. Так вот, прошу прощения, котировки, цены снижаются в порту получения. Но она стоит довольно близко к цене североамериканской смеси WTI. А против американцев тоже санкции введены. С них тоже кто-то стружку снимает, какие-то китайские партнеры, какие-то европейские партнеры, может, индийские партнеры снимают стружку. И я вам скажу страшно, Urals всю дорогу продавался с дисконтом к бренд. Просто вы, наверное, узнали про дисконты только в 2022 году, поэтому вас эти дисконты так смущают. Очень многие сорта продаются с дисконтом к бренд. Существуют ли скидки? Да, существуют. Существуют ли они? Они существуют и связаны в основном с стоимостью доставки этой самой нефти, потому что в порту получения цена довольно близка к другим эталонным сортам, к другим маркерным сортам, и не намного ниже ряда эталонных сортов. Но это так, просто к сведению. Это не означает, что сложностей нет, это не означает, что наша нефть легко получает доступ на мировой рынок, но вот эти вот завывания, партнеры, хорошо, когда европейцы покупали со скидкой в 1, 2, 3 доллара, нормально было? Почему-то никого не волновало, и никто не говорил, немцы покупают со скидкой. Я вообще не вижу повода волноваться. У нас экспортных пошлин нет. Государственный бюджет, основной объем нефтегазовых денег получается с налогом на добычу полезных ископаемых. И тут уже все равно по какой цене, кто где продает. Вышла черная жижа из-под земли, плати. А экспортной пошлины нет. Соответственно, от того, выросла или упала цена на внешних рынках, мало что меняется для государственного бюджета. А, соответственно, для нас всех. Для отдельных компаний, которые вынуждены работать в таких условиях, да, проблем очень много. Но государственный бюджет вот такой, какой есть. Основной налог – это НДПИ. Плюс то топливо, которое продается внутри России, акцизный налог и все остальные. Вот сейчас будет еще больше немножечко. Изменения будут в НДС. Изменения будут в акцизе. Все это нас ждет с 1 января. Интересно, не налоги или... Короче говоря, спрашивают нас, возможно, с такой подковыркой, не закладываются ли они в себестоимость. Закладываются, о чем мы тут на протяжении последних лет 3 регулярно говорим. Буквально вот где-то с августа 2023 года мы начали говорить на эту тему. И говорим до сих пор, пытаясь объяснить, как цена формируется, почему она такая. Закладываются ли налоги в цену? Да, закладываются. Кстати, если вдруг кто-то из уважаемых господ депутатов принимает решение, что 1 января каждого года должны повышаться акцизы, а потом эти же депутаты, уважаемые, при всем уважении, опять же, к ним, выходят и говорят... Причем уже 2 января. Почему цены выросли? Какое безобразие? Так, дорогие друзья, если вы себестоимость поднимаете, а может такое случиться, что цена не поднимется, учитывая, что в конечной цене налоги в обычный период, не во время кризиса,
налоги достигают 70%. А теперь, извините, тогда, раз уж мы об этом, тут математические задачки предлагают, я предлагаю, знаете, пока мы вот не перешли к следующей теме, сделать следующее. Давайте, чего я буду диктовать это все? Взять 75 тысяч рублей, разделить на 1300, чтобы получить цену из тонн, из 1000 рублей за тонну, в рубли за литр. Добавить туда транспортные расходы, добавить туда расходы на хранение и прикинуть, можно продавать в плюс топливо, которое в опте стоило 75 тысяч рублей, можно ли продавать, скажем, за 60 рублей и заработать денег.